В этом году нам поменяли отопление, то есть мы отапливались газом. У нас была своя печь, которая прослужила нам уже 26 лет. Были только какие-то минимальные поломки. Значит, с этого года мы провели себе паровое отопление, то есть провели нам. И поэтому после того, как провели нам здесь трубы, получилось, что нужно было там навесной шкаф висел, то есть два висело, один помешал, его пришлось убрать. И мне его как бы не хватает. То есть там стояли у меня порошки, там жидкие моющие средства. Я его убрала, и теперь вот надо будет как-то найти его новое место. Я делаю, по крайней мере, пытаюсь многое чего делать. Не всегда все получается, но как бы я человек такой настойчивый, и время от времени все равно берусь за эту работу, продолжаю ее дальше. Либо я добьюсь результата, либо тогда я, конечно, обращусь к кому-то за помощью. Выглядит это таким образом. То есть вот таких два навесных шкафа. То есть вот этот шкаф был здесь вот сверху. То есть у меня здесь стоит стиральная и сушильная машина. И вот эти шкафы висели, вот здесь видно, там остались отверстия, где вот они находились. То есть этот здесь, а этот был вот здесь рядом. Но так как вот паровое отопление провели, получается, то есть все, он дальше уже не подходит, а здесь он мне просто мешает, потому что я не могу двери так открывать, и повешать я его не смогу, даже если что-то под низ положу, то есть он мне мешает здесь. Вот такие провели мне здесь трубы. Вот такое мое классное новое отопление паровое называется, то есть у нас здесь вся наша улица. И, в принципе, весь поселок, где я нахожусь, они вот подключились к паровому отоплению. Цена газа у нас подорожала, и поэтому стараемся как бы экономить. И тем более, что наша печка, которую сняли уже, ей было, она уже свой срок отслужила, она уже прослужила 26 лет, и поэтому она рано или поздно уже, то есть перестанет работать. И там пару небольших частей были уже заменены, но в принципе рабочую мы еще отключили, но все равно риск всегда такой большой, потому что она очень долго уже прослужила нам. То есть выглядит таким образом. Значит, здесь у меня плитки, поэтому здесь вот как бы небольшая есть такая щелочка, но она меня абсолютно не тревожит. Как обычно, да, для женщин всегда важно очень много места, чтобы вместимость была, куда все вот эти все баночки, скляночки составить можно. Значит, ну вот этот шкаф я уже снимала раньше, убирала его. Так, значит, вот этот шкаф сейчас буду снимать. Отсюда его я обязательно его потом помою, прежде чем буду вешать. Значит, это не новые шкафы, это просто чисто шкафы, если я не ошибаюсь, от старой какой-то кухни. И они мне по цвету здесь пригодились, так как у меня здесь все белым окрашено. В общем, ну что, приступаем. Для начала, чтобы шкаф был полегче, я убираю полку и сниму дверки. Пользуюсь только вот этой отверткой. Против часовой стрелки мы откручиваем. По часовой стрелке закручиваем. Это я себе такие пометочки сделала. То есть вот этот шуруп, это для того, чтобы либо шкаф на низ отпустить, либо приподнять. Теперь ослабляю вот эти шурупы. То есть вот этот шуруп, это получается либо совсем к потолку,
Если направо крутить по часовой стрелке, либо ослаблять налево, это значит от потолка тогда просто он идет вниз. Для того, чтобы его снять, мне нужно будет его ослабить. То есть я уже ослабила. Или либо вот этот шуруп, то есть получается так же самое. Если я направо его кручу, это значит он уходит от стены, вернее наоборот к стене плотно. Или либо когда я налево поворачиваю шуруп против часовой стрелки, я его ослабляю. И тогда получается от стены происходит тогда отделение, да, то есть его можно будет спокойно снимать, что я сейчас буду пробовать. Шкаф здесь висел на шине, это очень удобно, когда есть шина. Ну вот, в общем, здесь такие вот крючки. Они очень удобно, можно их вешать на шину, и потом они регулируются. И вот здесь находится вот эта самая шина, то есть один, получается, шкаф висел без шины, а другой, получается, на шине. Это очень удобно и снимать, конечно, очень удобно, и передвигать. Либо налево, либо направо. Сейчас я буду заново все это мерить и делать новые отверстия. А это инструменты, которые я приготовила себе для работы. Для начала снимаю вот эту шину. Для этого подбираю подходящую насадку. В принципе, можно дюбеля временами прекрасно выходят. Вот. Дюбеля вытащила. Так, это я потом все замажу. Как правильно я буду подвешивать, мне нужно будет обязательно узнать, где они были, как они висели, эти шкафчики. Для этого я сейчас должна смерить. Значит, мерю. Оп. Значит, отсюда до сюда. Так, приблизительно от первого шурупа до последнего, по моим подсчетам, должно быть 103,5 где-то, да. 103,5. 103,5. Так, отверстие, где был навешан первый шкаф, составляет 43,3 где-то так, наверное. 43,3. 43,3. Так. Потом идет у нас второй шкаф. Он был повешен на шину. И расстояние шины было, грубо говоря, 38,5. 38,5. Шина. Между шкафами расстояние составляло 22 сантиметра. Даже я бы сказала 21,8, 22. Вот так лучше было бы. Теперь нужно все вместе посчитать. 43,3 плюс 38,5 плюс 21, грубо говоря, и 8, наверное, тогда. Так, считаю. 8 плюс 5 – 13. 13 плюс 3 – 16, 6 пишем, 1 идет сюда, 8, 9, 10, 13, 3 пишу, 1 идет сюда, 4 плюс 3 – 7, 7 плюс 2 – 9, 1 у нас был 103 и 6. Значит, 103 и 6 получается, как я и считала, в принципе, 103 и 5 я посчитала, получается от первого до последнего отверстия, а здесь посчитала 103 и 6, на 1 миллиметр ошиблась. Приблизительно вот здесь у меня будет начинаться отсюда. Сейчас я приложу здесь полочку и посмотрю, как это будет выглядеть. Так, ну, в общем, где-то вот так вот, наверное, будет. Я предполагаю, что это вот так. Значит, здесь у меня будет висеть уже шкаф. Вот это расстояние я все-таки оставлю ему. Значит, шкаф у меня будет висеть вот здесь. Так, я прочерчиваю, чтобы знать, где будет начинаться шкаф. Это будет... Так, удобно. Так, и, во-первых, это ровно.
Я всегда для того, чтобы сделать правильно, я пересматриваю всегда, перемеряю всегда, когда начинаю. То есть стараюсь, чтобы все было правильно, и поэтому я мерю, бывает, лучше один раз больше, чем сделаю неправильно. Тем более, когда на камеру, это будет немножко, конечно, не совсем хорошо, если что-то у меня не так пойдет, как должно пойти. Теперь я мерю вот этот крючок. Беру вот середку, здесь я сделала такую пометочку в середине крючка и мерю. У меня получается 2,5 сантиметра. Нужно будет отступить до первого сверления, первого отверстия. Теперь, значит, измерю шкаф. Подвески находятся на расстоянии 55 сантиметров. Тоже беру серединку. Сейчас я буду сверлить отверстие. Значит, беру вот такую вот дрель. Она у меня такая старенькая, но как бы работает хорошо. Беру вот такое вот сверло на 6. Дюбеля вот такие вот, тоже на 6. 4,5, если не ошибаюсь, на 6. То есть я вижу, что они подходят. По длине, в принципе, самым не хватает. И, в общем, если не ошибаюсь, толщина вроде бы тоже нормальная. Значит, первый шкаф я буду вешать вот на вот эти крючки. А другой тогда, там просто это железная шина, я ее просто дюбеля сделаю и тогда просто шурупы. Так, еще мне нужно вытащить старые дюбеля. Пару штук там осталось. Сейчас я этим займусь. Немного закручиваю. И плоскогубцами вытаскиваю. Вот так. Вкручиваю. И плоскогубцами вытаскиваю. Здесь у меня тоже закручиваю какой-то шуруп. Это тоже ни к чему. Это я потом все замазывать буду. Очень неудобно сюда подлезть. Но я все равно. Последний остался. В самом неудобном месте, как раз за трубой. Вот так. Все. 4, 5. Один, по-моему, даже еще упал. Потом я здесь всю машинку уберу, попылесосю, помою. Сначала я занимаюсь тем, что буду сверлить новые отверстия. А уже потом, когда будут просверленные новые отверстия, потом я размешаю замазки и замажу отверстия. Ну, в общем, сверло ставила, начинаю сверлить. Конечно, было бы проще, если бы кто-то со мной рядышком держал пылесос. Мы обычно всегда, когда работаем вместе, мы всегда так делаем. Но, к сожалению, в данный момент мне некому помочь, поэтому я это делаю сама. А потом уже снимем машинки, я там пропылесошу, помою. Все будет хорошо. Так, ну все, поехали. Так. Первое отверстие я просверлила. Дубель. Насадка на дрель была неправильная. Я взяла на 6, нужно было взять на 8. Потому что дюбеля у меня на 8. Поэтому в отверстия, которые я уже посверлила, они не проходят. Они большие. Поэтому я взяла на 8 и сверлю еще просто разочек. Кабель, к счастью, я не повредила. Это просто к счастью большому. Он все-таки остался у меня в стороне. Это очень здорово. Это очень здорово. Я уже хотела заново все переделать, но все классно. Так, теперь дюбель.
Входит сюда прекрасно. Сверлю, значит, вторую. Так. Сверлю третье отверстие. И последнее. Просверлила 4 отверстия. Первое отверстие, второе отверстие, третье, а вот это четвертое. Теперь пробую поставить дюбель, вставить туда дюбель. И вижу, что оно как раз хорошо по размеру сюда входит. В другие я вставляю тоже дюбеля. Оно, в принципе, так очень классно входит. Беру маленький полоточек и немного постукиваю. Вижу, все получилось. Ну вот, дюбеля на месте. Теперь мне нужно сделать раствор, такую массу, чтобы замазать вот эти все отверстия, которые мне не нужны. И вот здесь тоже, где они там, вот эти тоже две. Выглядит вот это вот таким образом. Конечно, может быть, даже неплохо было бы сейчас сразу повешать шкафы и посмотреть, как они будут, подходят ли они. Но я надеюсь, что все будет хорошо, размеры все подходят. Я все перемеряла несколько раз, и я уверена, что все я смерила правильно. И поэтому сейчас я буду заниматься шпаклевкой. Готовлю шпаклевку. От яблочного сока просто отрезала вот такую невысокую коробочку. И здесь буду готовить шпаклевку. Смотрю, сколько приблизительно мне нужно будет. Если вдруг будет маловато, лучше всегда доделать, чем сразу много сделать и потом просто выкинуть. Наливаю немного воды. И размешиваю. Чтобы получилась у меня однородная масса такая, без комочков, конечно. Вот такая однородная шпаклевочка. Шпаклевка готовая. Теперь я собираюсь шпаклевать. Мне будет удобнее таким вот вариантом. Даже не знаю, как сказать. Вот так. Можно туда дальше напихаю, потому что здесь дюбеля такие большие стояли. И они такую довольно-таки большую дырку проделывают для дюбелей. Поэтому ее хочется прям туда подальше так замазать. Схватывается это довольно-таки быстро, замазка. Замазка у меня кончилась. Нужно сделать новую. Здесь так удобно, конечно, было, но там сейчас нужно будет как-то подрезать.
И здесь нужно будет обклеить, чтобы трубы не заморать. Так что мне нужно принести такой сейчас специально обклеивающий. Это называется, по-моему. Здесь тоже небольшие неровности, можно так сразу и зашпаклевать. Все нормально. Чтобы бугорков, конечно, не было. Тоже некрасиво, когда бугорки такие. Так. У меня чуть-чуть осталось. Еще, в принципе, можно дальше немного замазать. Сейчас я принесу специально обклеивающую ленту. Вот такая у меня лента. Приготовила еще шпаклевки, где-то столовую ложку вот сухой шпаклевки. И вот теперь я буду замазывать здесь. Очень непросто, но я попробую. Очень непросто, потому что я даже ее здесь не вижу. Как говорится, на ощупь. Я зашпаклевала. Пока шпаклевка сохнет, я попылесосу здесь и протеру пыль. Инструмент пену уже вынесла. Для таких целей, как вот типа пылесосить здесь вот эту пыль, у меня есть пылесос специально такой, которым я дома пылесошу, а который у меня просто чисто для машины пылесосить, либо у себя там в мастерской моей что-то пропылесосить. Поэтому я пылесошу вот этим со своим старым пылесосом. Так, грубо попылесосила, теперь нужно будет, все равно я потом буду сушилку убирать, потому что так неудобно очень туда подступиться. Теперь буду забеливать, потому что как бы не мешает штукатурка. Я сейчас просто забелю и потом, чтобы сразу, говорится, за один раз все высыхало. Сейчас я приготовлю белила. Здесь как оно называется. Нашла я белую известь, которую красила специально в этой комнате. Я всегда подписываю, чтобы потом знать, потому что белая краска от белой тоже может отличаться. Значит, я буду сейчас размешивать в ведре. У меня там 1/4 осталась. Значит, такой лайфхак небольшой. То есть я беру для мусора такой мешок. У меня есть для размешивания краски вот такая вот, я не знаю, как она называется. Протыкаю здесь дырку. Вставляю. Закручиваю. Плотно закручиваю. Потом надеваю вот этот мешок на ведро для того,
чтобы когда я буду мешать краску, чтобы краска не разбрызгивалась. Может быть, это не новое, но как бы я до этого, можно сказать, просто додумалась сама. Сейчас такое, что люди, в принципе, всякие интересные вещи изобретают и додумываются, поэтому как бы так. Как-то у меня было одно время, что я мешала, у меня краска брызгала, поэтому я решила вот как бы применить вот такой вот способ. Вот как бы так. Отверстие внизу очень маленькое, но нужно просто контролировать, чтобы как бы не затянуло этот мешок. Такое достаточно равномерно. Видите, сколько брызг, я не знаю, видать камеру, нет, образуется на мешке. Так. Ну вот, в принципе, в однородную такую массу размешалась. Пускай немножко стечет и звездка. Еще один такой лайфхак, или как он называется. В общем, у меня уже она, конечно, здесь в краске вот эта вот формочка для краски. Ну, можно сделать таким образом, просто оторвать фольгу, расправить в этой формочке, пользоваться ей, наливать краску, пользоваться ей. После того, как покрасили, просто взять, фольгу снять и убрать. И формочка остается чистой, и не нужно ее будет мыть. Это просто у меня в фольге предыдущие. Просто, видать, были дырочки, поэтому как бы вот как и здесь тоже появилась дырочка. Здесь потому что есть такие колючие две такие палочки, поэтому она сразу вот сюда проколола здесь. И вот сюда теперь я наливаю краску. Ну, не краску, в принципе, а это, как она называется, известь, белила белая. Вот у меня, значит, такой ролик, который сюда не совсем подходит. Вообще-то да, подходит, я так думаю, по крайней мере. Ну, не хочется мне открывать новые. У меня вот здесь, я тоже новые купила, но просто как бы не хочется их пока открывать. Поэтому я попробую. Думаю, что получится. Да нет, не получится. Он сильно сложно заходит, конечно. Да хотя бы, в принципе, вот так можно сделать. Так. Вот. Не заходит он сюда. Так, следующий вариант такой. И так, в принципе, тоже можно. Он должен быть весь в краске, конечно. Мне очень нравятся эти ролики. Им очень много, ну, очень классно можно красить. Так, ну что. Так, значит, ставлю на машинку. Начинаю красить. Или бери. Впитывает она очень много краски. Прям много. Ну, чисто за шкафами понятно, что не будет видно, но все равно мне хочется, чтобы было свеженько, беленько. Я недавно здесь проводила тоже ремонт. Все белила, все красила. Потом я еще чуть силикон, я тоже, кстати, делала по краям. Провод протягивала для интернета. Я все тоже здесь сделала. Так, теперь это можно закрасить. Полоску, которая здесь идет, она нам уже не нужна.
Это та же самая краска, которую я здесь подбеливала. Ну и белила, то же самое. Этим же самым белилом я здесь подбеливала. Вернее, белила все, и потолок, и стены. Тут у меня есть белая часть, а есть одна стена, которая коричневого цвета. Где кухня стоит, там тоже. Ну, это чисто старая кухня, ее просто сюда поставили, чтобы для лишней посуды сюда. Ну, в общем, я вот так побелила. И за трубами везде, чтобы все побелила. Где кисточкой, где валиком, как получилось, как смогла достать. В общем, жду, пока все капитально просохнет. В общем, стена подсохла. В общем, закручиваю шурупы и буду пробовать подвешивать в шкаф. Так, ну вот. Короче, сразу с первого раза все получилось. Так, вот как раз на этих скобах. И теперь буду закручивать к стене ближе. Значит, делаем к стене ближе, которая сначала. Сильно вплотную делать я не буду, потому что здесь из-за флиза. Сейчас идет шкаф наверх. Получается, притягивается ближе к потолку. Ну, совсем к потолку, конечно, он вряд ли притянется. Не думаю, по крайней мере. Может быть, какое-то расстояние все-таки останется. Неудобно на растянутых руках таких чего прикручивать. Очень удобно. Но фишку. Ну, в принципе, только отвертка заходит. Так хорошо потянулся он наверх. И еще это не все. Нет, здесь, по-моему, уже все. А здесь тоже все до конца. Получается, он уже до конца. Все. Подвешен до конца. Ну а к стене, ну, может быть, чуть-чуть можно, чтобы он ровненький был. Вижу так возле стены. Немножко можно потянуть еще. Первый шкаф подвешен. Небольшой зазорчик сверху.
Значит, шурупы закручены все правильно, просто, возможно, как-то на потолке, может быть, там что-то, какая-то неровность, такое тоже возможно. Из-за флиза здесь я просто дальше тоже не стала делать, иначе будет просто смотреться некрасиво. Вот, значит, этот шкаф 60 сантиметров шириной, длину я не мерила. Вот, сейчас я прикручиваю вот эту железную пластину. И вот на этой железной пластине держался второй шкаф. Наши дюбели совпадают, и поэтому я сейчас буду прикручивать. Так, сначала посмотреть отсюда до конца. Получается у нас сколько? Последняя шуруба у нас получается здесь 55. Пробуем. Если вдруг не получится, дюбеля нужно будет еще просверлить одно отверстие. Так. И вот так. Подвешу второй шкаф. Я просто стараюсь одеть эту железную шину. Немного шина коротковатая. Для этого я беру карандаш и отмечаю, докуда продолжается в ширине наш шкаф. Вот так вот я делаю. То есть я его сначала убираю. Для этого мне нужно будет сейчас просверлить новое отверстие. Опять открутить. Намечаю теперь другие отверстия, потому что эти отверстия, получается, не подходят. Так, поэтому нам нужно будет сверлить тогда, получается, вот здесь и вот здесь. И два отверстия нужно просверлить 5,5, да, если не ошибаюсь, 5,5. Это будет вот здесь. Здесь чуть повыше, 5,5, а здесь подходит 5,5. Ну, может быть, чуть-чуть немного там выше возьму. Так, все, сверливаем новые отверстия. Ну что, поехали. Немножко, видать, немножко не досверлила. Давно уже не было, но было. Не хотела сверлить чисто сильно глубоко, но получилось, что нужно было все-таки немного глубже просверлить. Прямо сейчас. Так. Другие немножко поглубже нужно будет просверлить. Короче, замазываю дырочки вот эти дюбеля. Ну вот, дырочки зашпаклевала. Ну, в общем, я повешала второй шкаф на шину. Я уверена была, что камера была включена, но, видать, я это не засняла. В общем, шкаф висит на шине. Подошло все замечательно. Сейчас я просто шкаф подровняю, чтобы он был на уровне другого шкафа, так же самое. И то, что касается сбоку здесь, немного сделаю, чтобы он немного прилегал к стене. Но, как я уже и повторюсь, из-за флизы, которая находится здесь, я не смогу сделать ровно. Ну а так, в принципе, когда он будет наверх подниматься, он выровняется здесь тогда. И два шкафа вместе я тоже смогу потом соединить, они тогда еще стабильнее будут.
в принципе, по вышине уже, наверное, я думаю, хватит. Никуда он не денется отсюда. Просто если я скреплю здесь два шкафа, вообще будет классно. Вот так вот. Они будут друг друга держать. Здесь просто шурупчиком маленьким закручу. Практически, я думаю, хватит. Вот как оно. Небольшой такой зазорчик. Может быть, тут чуть-чуть еще. Вот эта сторона вроде бы как немножко. Ну, в общем, вот так выглядят теперь шкафы. То есть они висят прямо и вместе. То есть я вот вкрутила сюда шуруп и вот сюда шурупчик вкрутила. Вот, классно. То есть ничего не может. То есть они так не шевелятся даже, можно сказать. Так, ну что, теперь я буду мыть шкафы. Вот, и здесь я вижу немного ржавчины. Немного обшлифую здесь. Я не знаю, видно, нет, от камеры. Ну, так я поставила подсветку. Вот, в общем, ржавчина. Я попробую ее сейчас обшлифовать. Чтобы там мокрое, видать, сюда попало. Потому что нигде такого нет. Все остальные выглядят хорошо. Только одна. Я хотела ее заменить, но, к сожалению, она немного другая оказалась. Так, слегка. Потом просто копирую все. Ну, достаточно, потом просто протирую. Беру другую насадку и прикручиваю на место дырки. Нормально. Так, одни прикрутили. Сейчас беремся за другие. Ну вот я прикрепила дверцы. Еще дверцы нужно немного помыть. Очень большая вместимость сюда. Моющие средства, все то, что здесь было, оно обратно здесь будет все аккуратно составлено. Полочки еще нужно будет помыть.